Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать в А-класс на 8-е практическое занятие. Вначале вы посмотрели 3 броска. Чем они интересны, расскажу чуть позже. А сегодня покажу новую скорость шарика. Перейдем на другой стол. Если после броска я покажу белой стрелкой на красный шарик, значит начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Итак, новая скорость 1301 км в час. Белая стрелка показывает, какая была скорость. Итак, мы уже знаем 3 скорости. Напоминаю, если я показываю белой стрелкой на желтый шарик, начальная скорость 901 км в час. Если показываю белой стрелкой на белый шарик, значит начальная скорость 1100 км в час. Почему я делаю акцент на белую стрелку? Потому что, если вы обратили внимание, есть еще одна стрелка потемнее, о ней будем говорить позже. И белой стрелкой показываю на красный шарик, значит начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Смотрите, запоминайте, и будем потихонечку идти дальше. Если вы только-только открыли мой контент и смотрите первый раз, вам необходимо посмотреть следующее видео для того, чтобы понять, о чем мы здесь говорим. А говорим мы о скоростях. Сейчас разбираем скорость шарика, позже будем разбирать скорость диска. Посмотрите, что нужно посмотреть. Ее Величество, умная рулетка, время о высоком, сосед магия шарика, неделимые номера, устные ставки по треку и, как вводная часть, первая практика. Если вы на ютубе не найдете видео «Время о высоком, сосед магия шарика», откройте в контактах, там есть ссылка, и посмотрите там. YouTube заблокировал, музыка не понравилась. Если вы будете продолжать смотреть мои практические занятия, то, разобравшись в скоростях диска, в скоростях шарика, вы сможете определить, где остановится шарик после того, как дилер запустит шарик. И он еще даже, естественно, не остановится, но вы сможете вычислить, где он остановится. Для этого нужно очень-очень хорошо натренироваться, понять скорости. У шарика много скоростей, а у диска тоже много скоростей. Это непростой процесс и не быстрый. Наберитесь терпения. Ну что, давайте поиграем. Итак, у нас ставки будут в поле, в треке.
табло скорости, спин и небольшие пояснения. Я хочу сейчас показать вам ставку 3 соседа. Это оптимальная ставка, если вы будете играть по треку. Вот посмотрите, я разделил колесо на 8 зон. Вот зелененькая ZR, напротив 10. Справа зона 6, зона 9, зона 1, зона 21 и зона 11 и 28. Если вы первый раз смотрите, вот посмотрите устные ставки по треку, там я очень-очень подробно об этом говорю. Продолжим. Давайте поиграем. Номер 27. Итак, я после броска показал на белой стрелкой на красный шарик, значит начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Я поставил точную ставку, удваивал номер 34, точечная ставка очень удобна для повтора. У меня прям сыграл сосед 27, это очень-очень хороший результат. Продолжим. Номер 27. Я сыграл повтор, но обратите внимание, начальная скорость была 1100 км в час. Я показал белой стрелкой на белый шарик, а шарик остался в том же номере. Видите, какие интересные есть комбинации, которые позволяют разными скоростями играть в одну и ту же точку. Обратите на это внимание. Это очень хороший результат. Я использовал 3 соседа и сыграл у меня золотой сосед. Это зона 6. Номер 2. Если у вас есть возможность, всегда смотрите, как ложится шарик. Он в данном случае упал где-то в районе 11, но ударился в ребро, а так как я его немножко передавил, то он вот этим реверсом ушел в номер 2. Вот почему очень удобно и сыграть как раз-таки 3 соседями. Потому что, да, ну, в общем-то, и если бы я сыграл, допустим, точной ставкой, ну, в принципе, он тоже доставал, но имейте в виду. Вот ставка 3 соседа как раз таки и сыграла. Это хороший результат. У меня сыграл бронза, сыграла четверочка. И начальная скорость была красный шарик, соответственно, 1301 км в час. Продолжим. Номер 6. Если вы обратите внимание, я играл 2 скорости, 1100 км в час, это на открытой руке была скорость, и 1301 км в час на закрытой руке.
У меня это поставлены броски, и видите, он, в принципе, падает где-то в одном секторе, скажем так, там, где черные маленькие, красные большие. А сейчас я буду добавлять, еще играя неделимыми номерами, как бы усиливая тот сектор, который я выбрал, и еще буду добавлять неделимые номера. А чтобы вам было понятно, что я имею в виду, я сейчас вам покажу фото. Вот неделимые номера, а то меня часто спрашивают, что это такое. Вот представьте, что вы решили сыграть, опять же, вот, допустим, точную ставку. В зоне 6 вы удваиваете номер 34 и играете неделимые номера. Вот посмотрите, 6, 17, 34. Это вы прямо усиливаете прямо три номера в орфолансе. И прикрываете, надо прикрывать, это очень мало на самом деле. С одной стороны у вас 2, 21, 25. А с другой стороны, обратите внимание, 13, 27, 36. И вы закрыли также 9 номеров. Это та же самая точечная ставка, только если вы здесь играете с соседями, и у вас сумма гораздо больше, то вы здесь можете играть по минималке, там, допустим, по одному номер. В случае, если только не хватает финансов по каким-то причинам, вы можете сыграть этот сектор именно неделимыми номерами. Вот так я сейчас буду попробовать дальше играть, усиливая неделимыми номерами. Но имейте в виду, что это играть надо, если вы делаете ставку после броска, это надо делать очень быстро. Но чем хороши неделимые номера, вы никогда не пропустите в выбранном секторе номер. Никогда не пропустите. Это 100%, это гарант. Вот в чем интересные неделимые номера. Продолжим. Сейчас это уберу. Эта скорость значительно быстрее, поэтому я показывать ее не буду, потому что мы только изучаем 3 скорости. Эта скорость быстрее, но я сыграю также 3 соседа в зоне 6. Вот посмотрите, в данном случае я сыграл 3 соседа, и у меня сыграл сосед 4. У меня 2, 21, 25 неделимые с этой стороны. Если бы я еще более увеличил бы со стороны номер 21, то у меня как раз следующая троечка была бы 4, 15, 19. Ну, буквально, скажем так, не хватило 2 номеров, чтобы усилить тот сектор, который я выбрал. Вот так вот играются неделимые номера. То есть я здесь, если вы посмотрите, я ничего здесь не пропустил. Все номера прям закрыты, 9 номеров от номера 21 до номера 13. Все номера закрыты в поле. И, естественно, я еще поставил 3 соседа в треке. Но все равно это выигрышная ставка, это очень хорошо. Но скорость была у шарика значительно быстрее. То есть я вам говорю, как бы показываю, что скоростей больше, скоростей много, и надо будет их нам осваивать. Продолжим. Номер 30. Обратите внимание, начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Я поставил 3 соседа. У меня сыграл золотой сосед. Это очень круто. Это очень круто. И вот я поставил неделимые номера. Я поставил связку 8, 11, 30.
и подстраховал 13, 27, 36. Я сделал это все после броска, и вы видели, это очень быстро было. То есть я просчитал скорость, житейская скорость шарика, понимал, что он идет где-то в районе 11, так он и упал. Вот то, чем мы здесь занимаемся, и то, что нужно вам это как бы освоить, увидеть, понять. Ну, этим мы и занимаемся. Это очень хороший результат. У вас сыграло и в поле, у вас сыграл и трек. Замечательно. Продолжим. Номер 20, номер двоечка. Начальная скорость была 1301 км в час. Вот обратите внимание, я играл в зону 11, и я сыграл в поле 3 соседа. Вот эти 3 соседа я сыграл в поле. То есть я для чего это показал? Что нужно уметь закрывать не только неделимыми номерами, но и также уметь закрывать 3 соседа одним движением 15 номеров. Вот здесь как раз где-то 15 номеров. Запомните вот эту связку. Может быть, я потом буду отдельно показывать, как эти делать ставки одним движением. Но в данном случае у нас ставка не сыграла. Ну, мы играли в поле, это всего лишь $15, но все равно, конечно, хотелось бы, чтобы ставки были выигрышные. Продолжим. Номер 2. Нашел еще одну двоечку. Вот такую. Обратите внимание, я опять не стал играть с соседями, мало ли какие-то были у меня причины, неважно, но я вот еще раз одним движением, но я уже сыграл зону 21, и у меня сыграла двойка, посмотрите. То есть я сыграл также одним движением 11 номеров, я сыграл чуть-чуть поменьше. То есть надо уметь играть и 11, и 12, и 13, и 14, и, скажем, 15 номеров. Это нужно набить просто руку, и она сама будет вам как бы подсказывать, какие движения делать. У нас начальная скорость была 1100 км в час. Выпал номер 2. Это повтор. Замечательно. Продолжим. Давайте я вам покажу еще одну ставку. Это в пол колеса, 4 соседа. Это тоже иногда бывает полезно. Вы закрываете не 15 номеров, а закрываете 4 соседями 19 номеров. Ну, пусть будет закрывать больше колесо и выигрывать, чем проигрывать на 3 соседях. Вот посмотрите фото. Это вот в пол колеса. То есть вы закрываете 19 номеров. Только внизу зона 10, вы закрываете 18 номеров, потому что у вас 5 и 10, два маленьких номера, они удваиваются. Но это все я пока рассказываю в устных ставках, поэтому просто обратите на это внимание. Это в пол колеса, тоже адекватная ставка, скажем так, как, в общем-то, ее, если вы играете Альфа-Лайнс, там 17 номеров, но здесь чуть больше, то есть с краями как бы. Ну, попробуйте, может быть, понравится. Продолжим. Эта скорость значительно быстрее, чем 1301 км в час. Я поставлю зону 6 с 4 соседями. И шарик упал в номер 34.
что у нас получилось? Скорость была значительно быстрее, чем 1301 км в час. Мы ее еще не рассматривали, в дальнейшем я ее покажу. Я поставил, как говорил, полколеса перед этим ставку. У меня 4 соседа. И я удваивал так же, как и в точной ставке, выбрал номер 34. Это удвоение у нас получается. И еще я сыграл неделимые номера в районе 6. То есть я поставил как раз 9 номеров. То есть я повторил эту точную ставку. Конечно, шарик упал в номер 34. Это, конечно, супер. Все ставки сыграли, еще и с удвоением, еще и на такой скорости, бешеной скорости шарика. Это очень-очень круто. Продолжим. Друзья, ну я сейчас вам еще хочу показать одну фотографию. Я буду вместе с блогером проводить турниры на рулетке. Так что вы можете, подписавшись вот на этот канал batrulеtka.ru, сейчас я вам покажу фото, подписывайтесь, чтобы не пропустить очередной турнир. Там можно будет и на фантики поиграть, и на кэш. Ну, все это потихонечку вы уясните, задавая вопросы. Там в чате можно будет задавать соответствующие вопросы. Посмотрите фото. Вы в прямом эфире можете принять участие в турнире на рулетке. Это хороший пример. Запоминать скорости и возможность играть, делая ставки. Все подробности вы сможете узнать, задавая вопросы во время игры в чате. Подписывайтесь на канал batrulette.ru. Продолжим. Номер 17. Обратите внимание. Две фишки. Начальная скорость была 1301 км в час. Я поставил точечную ставку, удваивал номер 34, но здесь тоже есть. Это очень крутая ставка, и сыграла и в поле, и в треке. Я правильно просмотрел скорость, которую я запустил сам. Практически повтор. Хорошая выплата. Продолжим. Номер 11. Итак, что у нас получилось? Я показал, начальная скорость была 1301 км в час. Я сделал ставку 3 соседа. У меня сыграла бронза. Напоминаю, это золото. Я выбрал зону 6. В зоне 6 34, 4, 11. И в поле я поставил неделимые номера с уходом на 8, 11, 30. Я в прошлый раз пропустил, у меня получилось так. Вот, смотри, 30, 8, 11. Ну, все получилось замечательно. Хорошая ставка, хороший выигрыш. Продолжим. Друзья, я попробую сейчас, я покажу такой очень сложный бросок с быстрой скоростью шарика, с быстрой скоростью диска, чтобы вы как бы немножко потихонечку привыкали, что могут быть и такие скорости. Но их редко используют, но тем не менее такие скорости есть. И попробую сыграть прямо где-то в районе 6-11. Посмотрим, как это у меня получится. Я сейчас сначала выставлю скорость диска, так, на всякий случай. Да.
и сыграю зону 11. Скорость, конечно, быстрее, чем 1301 и несколько неделимых. Да, а он прямо упал в номер 36. Гениально. То есть это очень-очень сложная скорость была диска, такая уже на предельной. В таких случаях иногда даже шарик бывает, вы знаете, вылетает, ударяется об ребро, а так как давка сильная, то он таким веером прям летит в кого-либо, из либо игроков, либо еще куда-нибудь. Поэтому ее редко используют, но эти скорости есть. Я просто показал вам, что это надо будет нам со временем все это изучать. Скорость шарика тоже была бешеная, там запредельная. Но к этим скоростям мы вернемся. Но тем не менее, я поставил, в этих случаях я поставил 4 соседа, зона 11, так же, как и в точной ставке я удваивал номер 11, как бы показывая для себя, что я играю зону 11, и края это бронза. Шарик упал в 36, ну, я делимый немножко поставил, но все равно это выигрышная ставка. Все замечательно. Друзья, ну, я думаю, на этом мы закончим 8-ю практику. Мы сегодня с вами еще обозначили одну скорость. Красный шарик. Красивый такой красный шарик. Это 1301 км в час. Подчеркиваю, нужно запоминать именно как 1301 км в час. Не 1300 там или еще что-либо, а именно как 1301 км в час. Так же, как и 1100 км в час. Так же, как и 901 км в час. Потихонечку будем осваивать скорости. Ваша задача запоминать эти скорости, запоминать, может быть, даже звучание. Но на разных рулетках она звучит по-разному, поэтому лучше всего присматривайтесь к вращению самого шарика. У меня веб-камера достаточно мощная стоит, она держит скорость. Вот, я так это все просматриваю всегда, чтобы это было как бы логично, чтобы вам было понятнее. Но при всех случаях практически занятия нужно все время повторять, еще раз повторять, просматривать. Напоминаю, что нужно запоминать только на первой скорости, потому что далее скорость начнет уже, естественно, падать, и не будет правильной информации о вращении шарика. Диск пока не рассматриваем. Еще раз напоминаю, что нужно сейчас сначала освоить скорости шарика. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Год наступил. Будем двигаться дальше. Надеюсь, вы получили достаточно интересную информацию. Я надеюсь, что я был логичен, последовательный, правильно объяснял те мысли, которые я хотел вам донести. И, конечно же, желаю вам всего хорошего, здравия, желания заниматься, осваивать эту, скажем так, не очень простую область невидимого, скажем так. Спасибо, что мы были вместе, и всего вам доброго. До новых встреч. На всех 3 бросках скорость шарика была 1301 км в час.